1947 на ранчо в Розуэлле нашли обломки, которые военные сначала назвали «летающей тарелкой», а через сутки — обычным метеозондом. Звучит как обычная путаница, но рассекреченные документы и показания очевидцев говорят совсем о другом. И то, что скрывалось на секретной базе, десятилетиями не давало покоя даже самим военным. А начиналось все буднично. Уильям Брейзел, управляющий овечьим ранчо в 70 милях к северу от городка Розуэлл, штат Нью-Мексико, однажды утром в июне поехал проверять скот после сильной грозы. Гроза той ночью была страшная. Молнии, ливень, грохот, дрожали стекла в его домике. И вот тем утром, объезжая пастбище, он наткнулся на нечто, чего там точно не было накануне. По земле было разбросано огромное поле обломков. Ни куски металла, ни части упавшего самолета, что-то совсем другое. Тонкие серебристые полоски, легкие, как фольга, но которые невозможно было ни смять навсегда, ни разорвать. Брейзел позже рассказывал, что комкал их в кулаке, а они сами разглаживались обратно, будто и не мялись вовсе. Были там и тонкие балки, покрытые странными значками, он называл их иероглифами, похожими на цветы. И все это тянулось по земле на сотни метров, будто что-то развалилось в воздухе прямо над его пастбищем. Несколько дней Брейзел просто складывал куски в сарай. Показывал соседям, ломал голову. Ни на что знакомые эти материалы не походили. И только потом, услышав в городе разговоры про летающие диски, которые тогда обсуждала вся Америка, он решил заявить о находке шерифу. Шериф позвонил на военную авиабазу Розуэлл. И вот тут начинается самое интересное, потому что вместо того, чтобы отмахнуться от чудаковатого фермера, военные среагировали мгновенно. К Брейзелу выехал офицер разведки, майор по имени Джесси Марсел. И то, что он увидел на пастбище, заставило армию США сделать шаг, которого она не делала больше никогда в своей истории, и о котором пожалеет уже на следующий день. 8 июля 1947 база Розуэлл выпустила официальный пресс-релиз. Подписал его командир базы полковник Уильям Бланчард, а составил офицер по связям с прессой лейтенант Уолтер Хотт. Текст был коротким и ошеломляющим. Военно-воздушные силы США завладели обломками разбившегося летающего диска. Непредположительно невозможно. Завладели. Прямым текстом. Новость разлетелась по телеграфным лентам со скоростью пожара. Газеты по всей стране печатали заголовки о том, что армия поймала летающую тарелку. Телефоны на базе раскалились. Звонили репортеры из Лондона, из редакций всей Америки. Кто-то дозванивался прямо из Европы. Розуэлл, крошечный городок в пустыне, за один день стал центром мировых новостей. А потом все оборвалось. Буквально в тот же день из штаба 8-й воздушной армии в Форт-Уэрте, штат Техас, поступил приказ. Обломки срочно погрузили и самолетом отправили туда, генералу Роджеру Реми. И уже вечером Реми вышел к прессе с совершенно другой историей. Никакого диска. Обычный метеозонд с радиолокационным отражателем, конструкция из палочек, фольги и резины. Все, ошибочка вышла, расходимся. Чтобы доказать это, в кабинете генерала устроили фотосессию. Майора Марсела, того самого, что собирал обломки на ранчо, посадили на пол перед камерами позировать с кусками фольги и деревянными реечками. Снимок обошел все газеты. Публика выдохнула и посмеялась над военными, которые перепутали воздушный шарик с космическим кораблем. Но Марсел до конца жизни утверждал, что на этих фото подмена. Что материал, который ему подсунули позировать, не имел ничего общего с тем, что он вез с пастбища Брейзела. Настоящие обломки, говорил он, уже увезли, а перед камерой выложили обычный зонд для отвода глаз. И вот что не сходится. Если это и правда был всего лишь метеозонд, зачем базе понадобилось меньше суток, чтобы полностью развернуть свою же официальную версию на 180 градусов? Зачем гонять самолет с обломками через 2 штата к генералу? Военные, которые только что на весь мир объявили о поимке диска, вдруг повели себя так, будто им нужно было любой ценой заставить всех забыть об этом. А самого Брейзела в это время уже держали под замком. Брейзела продержали на базе несколько дней. Соседи вспоминали, что вернулся он совсем другим человеком. Молчаливым, напуганным, и с тех пор наотрез отказывался говорить о находке.
Когда его все-таки водили к репортерам, он повторял уже официальную версию про зонд, но добавлял странную фразу: если он еще когда-нибудь что-то найдет в пустыне, разве что бомбу, он оставит это лежать где лежит и никому не скажет. А потом, спустя десятилетия, начали всплывать показания, от которых история про фольгу и палочки затрещала по швам. Заговорили не об обломках, а о телах. Главный свидетель Глен Деннис, работавший в 47-м гробовщиком в похоронном бюро Розуэлла. По контракту его контора обслуживала и военную базу. И вот однажды, в те самые июльские дни, ему позвонили оттуда с крайне необычными вопросами. Спрашивали, сколько у него в наличии детских гробов небольшого размера, герметично запаянных. Интересовались, как лучше сохранить тела, которые пролежали какое-то время в пустыне на солнце, не повредив при этом ткани. Деннис насторожился, но настоящий шок ждал его позже. В тот день он приехал на базу по обычному делу, привез раненого военного и в госпитальном крыле наткнулся на суматоху. Из машин скорой помощи торчали куски странных обломков с теми самыми значками. А в коридоре он столкнулся с медсестрой, которую хорошо знал. Она была белая как мел и еле держалась. Ей удалось шепнуть ему всего пару фраз. Там, в смотровой, тела. Маленькие. С огромными головами, глубоко посаженными глазами и всего с 4 пальцами на руках. И запах от них стоял такой, что 2 врачей выбежали, не выдержав. Договорить она не успела. Денниса заметили. К нему подскочил офицер, схватил, стал угрожать. Если он хоть слово кому-то скажет о том, что видел, его найдут в песках пустыни, и никто никогда не узнает, что с ним стало. На следующий день Деннис попытался разыскать ту медсестру. Ему сказали, что ее срочно перевели. Куда, никто не знал. Больше ее в Розуэлле не видел никто и никогда. Женщина, которая произнесла эти несколько слов, попросту исчезла, как будто ее вычеркнули. И это был лишь первый человек из тех, кто в ближайшие годы окажется связан с этой историей и растворится без следа. Годы шли, свидетели старели, и перед смертью многие начинали говорить. И вот тут картина сложилась в нечто по-настоящему тревожное. Джесси Марсел, тот самый майор, дослужившийся до подполковника, в конце 70-х дал развернутое интервью. Он прямо заявил, то, что он собирал на ранчо Брейзела, не имело никакого отношения ни к зонду, ни к самолету, ни к чему-либо земному. Материал был невероятно легким и при этом абсолютно неразрушимым. Его нельзя было поджечь, нельзя было разрезать ножом, нельзя было согнуть так, чтобы остался залом. Марсел был кадровым офицером разведки, он видел за войну все виды обломков, какие только бывают. И он сказал, ничего подобного человек не производил. Но по-настоящему рассекреченные документы все запутали еще сильнее. В 94-м, под давлением расследования Конгресса, военно-воздушные силы наконец признали, история про метеозонд 47-го была ложью. Только вот вместо правды про инопланетян они выдали новую версию. Это был секретный проект под названием «Могул». Гирлянды из воздушных шаров с чувствительными микрофонами, которые должны были на большой высоте улавливать звук советских ядерных испытаний. Совершенно секретный проект. Вот почему военные так занервничали. Логично? Почти. Но эта версия не объясняла главного — тел. И тогда, спустя еще несколько лет, армия выпустила отдельный доклад специально про тела. Их официальное объяснение звучало так. Люди просто перепутали. То, что очевидцы приняли за маленьких существ с большими головами, это были испытательные манекены, которые сбрасывали с высоты на парашютах в 50-х. И вот здесь все рассыпается. Манекены сбрасывали в 50-х, а тела в Розуэлле видели в 47-м, за годы до начала этих испытаний. Военные, по сути, объяснили события одного года событиями, которых еще даже не существовало. Гробовщик Деннис, задыхающаяся медсестра, исчезнувшая без следа, детские герметичные гробы, 4 пальца на руке — все это по официальной версии людям просто почудилось от пластиковых кукол из будущего. Так что же на самом деле упало в ту грозовую ночь на пастбище? Военные за полвека сменили 3 версии, и каждая следующая объясняла все меньше, чем предыдущая. И чем усерднее они закрывали эту дыру, тем очевиднее становилось. Там, в пустыне, было что-то, о чем нам не рассказали до сих пор.
место, куда, по слухам, увезли обломки с ранчо, называется база Райт-Паттерсон в штате Огайо. Именно там, в закрытом ангаре с кодовым обозначением, по легенде хранилось все, что подобрали в пустыне. И именно оттуда за десятилетия так и не вышло ни одного снимка, ни одного образца, ни одной официальной подписи, подтверждающей содержимое. А Розуэлл тем временем зажил новой жизнью. Городок, который в 47-м пытались заставить все забыть, к концу века превратился в место паломничества. Тысячи людей каждый год приезжают туда на фестиваль уфологов, на улицах стоят фонари в форме зеленых голов с огромными глазами, работает музей, полностью посвященный той истории. То, что армия так отчаянно хотела похоронить в песке, стало главным аттракционом штата Нью-Мексико. Уильям Брейзел, фермер, с которого все началось, умер в 63-м, так толком и не рассказав, что видел на самом деле. Джесси Марсел ушел в 86-м, до последнего дня повторяю, что держал в руках неземной материал. Глен Деннис дожил до 2009-го и до конца настаивал на своем. Тела, 4 пальца, исчезнувшая медсестра. А ту медсестру, несмотря на все расследования журналистов и уфологов, найти так и не удалось. Ни живой, ни в архивах, ни в списках личного состава базы. Человек, произнесший всего несколько слов в госпитальном коридоре, исчез из документов так, будто его никогда не существовало. В 2017-м Пентагон официально признал, что десятилетиями вел секретную программу по изучению неопознанных летающих объектов, ту самую тему, над которой публично посмеивался с 47-го. Оказалось, все это время военные относились к этому куда серьезнее, чем говорили вслух. Но по Розуэллу так и нет ни одного рассекреченного документа, который прямо назвал бы, что упало на пастбище Брейзела в ту грозовую ночь. Есть 3 официальные версии, каждая из которых противоречит предыдущей. Есть свидетели, которые до могилы стояли на своем. И есть один любопытный факт, о котором не любят вспоминать. Тот самый первый пресс-релиз, где черным по белому написано про захваченный летающий диск, был выпущен и подписан командиром действующей военной базы. Его никто не отменял и не объявлял ошибкой сумасшедшего. Он просто существует, пожелтевший листок бумаги, на котором армия США один раз в своей истории сама сказала то, что потом 70 лет пыталась забрать назад.